В эфире программа «Актуальное интервью». Студия Ольга Русул. Здравствуйте. Почти 40 лет прошло с происшествия на Чернобыльской атомной станции. О том, почему надо помнить об аварии, поговорим с одним из ликвидаторов катастрофы. Андрей Насонов сейчас занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения и песенным творчеством. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, почему, на ваш взгляд, нужно вообще помнить об этой аварии. Столько лет прошло, и вот вы все равно просвещаете, рассказываете молодежи об этом. Ну, я считаю, что Чернобыльская авария и ее ликвидация – это такой же патриотический подвиг советских людей, только он не военный, а трудовой, больше скажем. Потому что на ликвидации этой аварии трудились очень много слоев населения, понимаете, да? Начиная вот от шахтеров, такой как я, и заодно я вам привез привет из Тулы, от тульских шахтеров, от чернобыльцев, от председателя нашей Тульской областной организации Чернобыль Нового Владимира Николаевича. И самое хорошее тульское оружие в виде пряника. Мы считаем, что оружие должно быть таким, сладким и вкусным, и не приносить зло людям. Вот. Но вернемся к теме. И я считаю, что это нужно делать. Почему? Потому что, я говорю еще раз, это такое же патриотическое воспитание и трудовое еще к тому же в Чернобыле. Кто видел, например, документальные кадры с шахтерами, тот заметит, как они, значит, одежда была насквозь мокрая в поту. Понимаете, мы одевали такие белые костюмы атомщиков. Ну, я, в отличие от всех остальных шахтеров, шапочку белую не носил. Вообще мы ехали со спецовками, с касками. А как вы вообще попали в число людей, которые ликвидировали эту аварию? Как так получилось, что вот вас выбрали, вызвали? Почему? Ну, как бы предыстория такова. Я не понимал. Мы в ночную смену, проходка. И пришел горный мастер, говорит, завтра надо быть командировка на Украину. Даже еще особо и никто и не знал, что там Чернобыль, не Чернобыль. Ну, кто-то, наверное, руководство или по телевизору уже сказали. Но шахтеры – это люди труда. Извините, я, например, даже и не слышал. И когда ребят поехали в командировку, я сказал, мне надо оформить забой, я остаюсь. И ребята пошли к стволу. А у меня был электровоз с собой в забое, я отбойным молотком доформил, ногами выжил крепь, закрепил на хмуты. И решил дальше продолжить проходку. И когда я постучал молотком и в тишине, я понял, что нельзя отрываться от коллектива. Быстрее прыгнул на электровоз и догнал ребят под стволом практически. Вот так я поехал на Украину. Когда мы приехали уже в Чернобыль, у нас, например, горный мастер взял... Тогда были дипломаты такие, это новая была вещь, да? И он взял костюм, у него спросили, зачем? Он говорит, на танцы буду ходить. А сколько вам лет было? Ну, мне было 26, я 60-го года рождения. Ну, а когда мы приехали в Чернобыль, мы все поняли, можно так сказать. Вторая смена уже знала, что к чему, а вот первая мы особо и не знали. А масштаб-то катастрофы вы понимали? Масштаб ну, всего когда мы увидели ужаса? Пустой город, как бы Чернобыль, ну, так скажем, не огромный город, но достаточно тоже вот 1020 населения, наверное, Чернобыль, пятиэтажечки, все. И все это пустое. То есть ветер дует, везде тишина, окна где-то открыты, где-то что-то, видно хлам какой-то там внутри, собаки бесхозные бегают. Ну, все было понятно. Стало понятно, что костюм для танцев не пригодится. Да, естественно. Мы приехали уже и на Чернобыльскую атомную станцию. И первые смены, я помню, повезли нас на бронетранспортере. Молодой солдатик сидел за рулем. Он снимал курточку, выкидывал за люк и говорил, поехали. У него, а что ты куртку выкинул? Да у меня там дозиметр. Быстрее наберу, быстрее, может, отпустят. Вот так. Боялся, как бы. А это как-то должно было спасти, что он куртку накидывал туда? Ну, как бы бронетранспортер же держит. Это же металл. Пускай не сильный, но держит. Вот у нас биороботы, ребята, так их называли, убирали, значит, графит с крыш соседних. Эту крышу открыла, а на соседнюю раскидала это топливо.
Так они были свинцовых, таких, как в фартуках, может быть, видели, да? Биороботы выбегали, брали, им говорили, вот 1-2 куска ты успей выкинуть вниз, и все. И освобождали, и они ехали домой. За 3 минуты они могли получить смертельную дозу радиации. Вот так. А Так сколько что, счетчики показывали Гейгера, когда вы там были? ну, когда мы на бронетранспортере ехали, он все время кричал, то есть зашкаливал. Для военного времени там это было, ну, по территории, наверное, рентген 80 так. Вообще у меня так, я как бы, когда понял, что это беда страны, ну, я воспитывался патриотически в советское время, на фильмах «Как закалялась сталь», на фильмах «Коммунист». Поэтому, когда я понял, мне стало стыдно, что еще сказали, что мы будем получать деньги. Нам, шахтерам, сказали, что, ребят, вы получите в 5 раз больше, чем обычный проходчик. Ну, грубо, тогда было, мне кажется, 20 рублей где-то смена, а вы получите 100. Ну, это были очень бедные. Мне стало стыдно, и поэтому я стал думать, а как мне отказаться? Если я откажусь, старшие товарищи скажут, ты что, белая ворона? А мы что, тоже будем, что ли? Правильно? Неудобно. Поэтому я написал заявление и остался на 2-ю смену. То есть все уехали домой, я еще 5 дней работал бесплатно. Я написал на 7, но 5-й день уже к концу у меня лопата выпадала из рук, руки закостенели. Я был белый, все-таки немножко, вот это, конечно, тяжелый труд. И там было 3 часа, мы работали шахтеры, как на ринге, можно сказать. Я вот боксом занимался в детстве. То есть уставали очень сильно за 3 часа, это адский труд. Такой быстро, все. Вас как-то готовили перед этим? Вам какой-то инструктаж был? Вам объясняли, что нужно делать? Как это вообще проходило? Нет, у нас ничего не готовили, мы шахтеры, понимаете, да? У нас профессия, проходка штрека. Почему попали подмосковные, вы, может, зададите вопрос, да, все-таки там. Потому что испугались, что надо не глубоко проходить и по песку идти, то есть под реактор, под сам. А там, может, вода, если прорвется, то будет плывун. А подмосковные шахтеры, мы работали по плавуну. Это за обводненные слои труда, мульда такая с песком. Сапоги не вытащишь. Если ты постоял долго, просто сапог может остаться. Понимаете, да? И оформляли все, она капала с забоя. Все это постепенно. То есть мы могли идти по плавунам проходку. Вот этого они и боялись. А донецкие и луганские по такому не работают. Это глубокая вещь, это просто твердые породы у них. У них главное, что опасность по взрыву, метан, Донецк. А у нас вот именно сырость. Поэтому вот подмосковные болезни, это там, например, радикулиты. Таких силикозов не было, как у донецких и этих. Но все простывали сильно. А какая-то спецодежда была? Как-то вас защищали Да, мы от взяли радиации? как бы с собой, повезли. Значит, спецовки, ну как в шахте, каски, рукавицы. Но когда мы стали проходить туда, а бетон-то он даже теплый практически был, там уже вверху топливо расплавленное, ну, градусов, ну, как батарея, наверное. Да еще на улице весна, тепло было, и там было градусов, ну, 40, наверное, так, ну, прилично, то есть не сауна, но жарковато было. И поэтому, когда мы начали работать, я сразу это все поснимал с себя, потому что пот текет. Ну, как можно работать, когда тебе заливает пот? Чтобы не потеть. Поэтому я все снял, и даже вот эти вот, как назывались, лепестки изолирующие, надо было через них дышать, потому что, чтобы пыль не попадала радиоактивная. Но когда ты кидаешь лопатой, через это дышать невозможно, ни через чего. То есть ты или не работаешь, и дышишь, сидишь. А если ты работаешь, то через вот эти все, через маски дышать невозможно. Поэтому я все скинул, и вплоть до шапки до белой. И нас стали одевать белые одежды атомщиков. Таких, у них было это много одежды, понимаете, да? Мы смену отрабатывали, выходили, снимали все было насквозь мокрое в поту. Даже белые ботиночки такие были атомщиков, они тоже были в поту. То есть все насквозь было мокрое. А оно как-то защищает вот это вот, то, что вы говорите, это одежда? Нет, дело в том, что мы работали под бетоном. И там не было? Там не было. Там радиации. Единственное, что могло быть, если занести, значит, сначала, ну, проветривания мало было, а потом потихоньку вот такие пожарные рукава вешали для проветривания. Один сначала, потом другой, когда 140 метров прошли уже, то были самые 3 рукава, мне кажется, висело, я прям точно не могу сказать. То есть забавляли. И на них ставили фильтры там. То есть в них, ну, если только фильтр, ну, извините меня,
То есть чистили этот воздух. И у нас там не было такой особой радиации. Всю радиацию мы получили, в принципе, потом по карте. Мою, например, определяли по карте, где мы жили в Чернобыле, в интернате. Понимаете, да? Как мы двигались, по какой дороге шли там. Ну, по этим картам только потом вычисляли. А которые раздали, знаете, как такие были накопители, так называемые. Они похожи на флешечку, как сейчас вот черные. Их потом можно было вставить в радио, как он назывался-то, у дозиметристов, ну, и измерить дозу полученную. Но я как-то его так и потерял. Мне кажется, дома кто-то его стащил, я, в общем, его не привез. И я подумал, а будь что будет. Вот и все. Единственное, когда я как с Чернобыля приехал, все ближе, я понял, что не только радиация может убивать здоровье, но и все остальное, особенно вредные привычки. Я прям сразу курить бросил, потом пил совсем мало винца, так для веселья, если на концертик идешь, чтобы восприятие было хорошее. Потом и с этим завязал, и вот сейчас, наверное, лет 10-12 молодею, честное слово. То есть все это вредные привычки, они тоже убивают, так что я сберег. А сколько времени вы там находились в общей сложности, когда были на ликвидации? Кто-то, все по-разному. Ну, шахтер, нас просчитали все, чтобы мы не набрали больше 50 рентген, который как бы является риском для здоровья, понимаете, да? И шахтеры работали по 2 недели. То есть, значит, по 16 дней с прилетом и с отлетом получалась смена. Вот смена улетела первая, 16 смен они отработали, я еще поработал, у меня получилось там 21 смена с приездом и отъездом. Ну, 21 рабочая смена. Вы поняли, да? Было ли вам страшно и в какой момент было страшно? Ну, как вам сказать, когда я начинал в шахте работать, я повидал очень много смертей. Я вытаскивал проходчиков, так засыпанных песком. Это когда просто в шахте, Просто не в на шахте, аварии? Да, просто в шахте. Я вытаскивал друга, которого порубило шнеком. Представляете, что это такое? Собирал мешки. Поэтому мне бояться нечего было. Мы просто сделали свою работу, не думая ни о чем. Только чтобы вот это сделать лучше и быстрее. Понимаете, да? То есть техника безопасности, вот сейчас был ковид, да, я одевал маску, потому что это общая безопасность. Это не касается лично меня. Даже у нас есть такой музыкальный троллейбус в Туле, где поют музыканты. Ну, так это с Москвы было срисовано, там на ВДНХ. Вы уж видели синий троллейбус, он называется, кажется, синий, мне кажется. Вот. Даже у нас там было. А я говорю, нет. Они говорят, ну, петь-то разрешается без маски. Я говорю, не, вы что, ковид, я должен маски. Я старался петь в маске. То есть, как меня и мама учила, и я тоже считаю, что терпение и труд все перетрут. Поэтому А как вы трудимся. шахтером стали? Почему вы такую профессию выбрали? Вообще-то да, вот так по идее, я любил вот музыку немножко, почему я сейчас автор-исполнитель, я вернулся просто к своему творчеству и даже немножко поучился в музыкальной школе, и во многих ансамблях играл. Даже играл в симфоническом оркестре на барабане. Потом и бас-гитара. Пригласили, когда на пианолу, раньше называлось пианола, сейчас орган. Значит, я пошел в музыкальную школу, поучился, потому что ответственно относился. Там, в 9 классе лохматый, учился с пацанами с 5 класса, например, да, сдал. Поэтому как бы и уже тогда я немножко сочинял песни. А шахтером-то почему стали? Ну вот, смотрите, а мама у меня болела. Она была инвалид второй группы, сердечко у ней. И в свое время с папой они расстались, и мама, и папа учителя. Поэтому я, может, так люблю с детьми. Вот. Ну, мама была немножко Маргарет Тэтчер, такая волевая женщина. Ну, может быть, я отца в этом плане понимаю. Но я ей очень благодарен, она приучила меня к жизни. Счастливой. Почему? Потому что для меня нет теперь преград, когда меня мама научила вовремя вставать, вовремя ходить, закаляться и так далее и тому подобное. Понимаете, да? То есть я был подготовлен к жизни. И когда я сказал, мам, может, я пойду в музыкальное училище? Вот я вот играю, езжу тут по клубам и в деревне, и в нашем центральном ВДК, там, на танцах. Он говорит, ну ты чего? А в советское время таких не очень-то любили артистов. Это комедиант, он и есть комедиант. Говорит, может, ты посерьезнее что-нибудь выберешь?
Я говорю, ну тогда мне ближе вот шахта, и романтика какая-то, там опуститься, посмотреть что-нибудь. Вот. А вы не представляли до этого, что за работа, что Ну, за... особо нет, но как бы фильмы-то, может быть, вы видели, так бывали они всякие шахтерские такие, в те времена показывали. Так было интересно, так скажем. Ну да, и когда я пришел в шахту, через полгода я стал ценить все. Понимаете, да? Когда тяжелый труд, смерти, ты видишь. Ну, может, не так, но как вот Донецкий, Луганский, где взрывы опасные. Там вообще разворачивают так, что рельсы заворачивают, извините меня. У нас поменьше, но все равно. Угольная промышленность была там. Столько добычи угля на 1000 тонн угля, одна смерть. Так грубо, так скажем. Понимаете, да? Вот, и все-таки для меня это была огромная романтика. Я очень любил работать в шахте. Поэтому как бы я продумал все, что я делаю, читал много книг и поставил рекорд добычи угля для подмосковного угольного бассейна на МК-75. Это комплекс добычной. 1400 тонн в смену. Двигал секции крепи по своей технологии, которую я придумал. Она выставлялась на ВДНХ даже, этот рекорд. И я все время выходные я не любил. Я хотел быстрее шахту. Понимаете, да? Чем вас так привлекало там все-таки? Что ты управляешь 300 тонн комплекс, грубо так скажем, да, секция этого, линейная секция там тонна и 2-3 тонны секции крепи. Представляете, такой монстр железный, как вот летчики летают на огромных самолетах. А ты внизу то же самое. У меня даже есть песня, что плывешь, летишь. Только это подземный полет. Его никто не видит. Люди его не видят. Он под землей. Этот полет. Но это все равно полет души. И когда комбайн включается и начинает рубить уголь, и это ж такой вот река угля идет, ты можешь даже по нему ходить. Волны такие под скребками. Понимаете, душа поет. И привода начинают медленно работать от тяжести. И это шуршит уголь. Очень приятно. Понимаете, да? Вот, поэтому так работали. А вот при ликвидации были ли те, кто среди товарищей ваших, те, кто получил передозировку? Были такие? Ну, у нас не было. Как бы я слышал, что, ну, опять же таки слухи, что кто-то просто песчинку заглотил. Ну да, там, может быть, могли у него проблемы быть. Но у моего знакомого шахтера вырезали щитовидку. Ну, извините меня, сейчас это такая распространенная вещь. Да сейчас можно без Чернобыльской аварии. Я о чем говорю, поэтому вот вы на меня смотрите, 86-й год, правильно? 74,6 БРА. Но умерли уже, значит, я знаю очень много, которые умерли, не дожив до моих лет. Даже и не были в Чернобыле. Так что делайте выводы. Поэтому если я тогда очень как бы относился с подозрением как к всему этому. И когда я приехал, это было для меня что-то неестественное. Когда я узнал, что академик Легасов покончил жизнь самоубийством. Вообще, я стал задумываться, и сейчас я все перерыл, все интернеты, все. Ну, все говорит о том, что это было сделано специально. Не просто так, понимаете? Люди отключали защиту на атомном реакторе, делали все поперек, значит, инструкции управления реактором. Для чего? Ну, вот представляете, вы сели на кухне, запаяли чайник, слили воду с него, оставили чуть-чуть, и сделали газ на все и поставили, и ждете, что будет. А смена была с тепловиков, то есть ее привез Брюховецкий оттуда по блату. Они даже не понимали, что они делали. То есть незадолго до Чернобыльской аварии, как перестройка начала, 1984 год, пришел Горбачев к власти, и уже так скажем, наши западные партнеры, да, их называли недавно совсем так, они зашли и стали уже руководить. Давайте вот это предприятие закроем, это 50. А тут вот стали потихоньку подходить. Брюховецкий очень любил деньги, он с Узбекистана. Ему просто заплатили. Ну, может быть, не напрямую, они же любят просчитывать все. А сказали, надо провести такую. Им запрещали проводить, представляете? Это вот говорят, что американские фильмы показали, что они должны были премию получить. Поэтому спешили это сделать с субботы, ночью, когда ни руководства, никого нет. Вы представляете, что это творилось? И они должны были премию. Оказывается,
ну, наверное, Дятлов знал, начальник смены, что им запретили проводить это, значит, испытание в высшей инстанции, то есть никакой премии им не светило. Но они дальше продолжили, то есть это Дятлов руководил, начальник смены, лучший друг Брюховецкого. Тот ему написал инструкцию, что надо делать, а тот выполнил. А эти исполнители, они вообще ничего не поменяли, не понимали. И вот я вот недавно, оказывается, Дятлов, он потом как бы набрал около, ну, сказали, что около 200 рентген. Ну, вот в 3 раза больше, чем я, так грубо, да? Его пригласили на лечение в Германию. И там залечили. Там он умер. Вот так вот. Просто убрали свидетеля. А он был единственной ниточкой, который мог. И когда он на суде, он ни слова не сказал про премию. Путался в показаниях. Кто может на суде путаться в показаниях? Извините, у меня друг погиб на моих глазах, шнеком зарубил. Так меня тоже допрашивали. А как ты с ним? Может, ты с ним ругался? Может, ты его подтолкнул? Я говорю, смотрите. Мы ходили с ним, подтягивались, в шахматы играли. То есть все, проверяйте все, ради бога. Так получилось, это шахта, темная вещь. Ну, там больше был виноват комбайнер, он не заметил, включил комбайн, не удостоверившись в том, что есть ли люди в зоне работы комбайна. Вы поняли, да? А как у вас там в Чернобыле проходил рабочий день? Как, вот с чего начиналось? Как вы вставали? Что вы делали? На работу как отправлялись? Ну, там, конечно, если так рассказывать, очень много интересных вещей. Сначала мы на бронетранспортере ездили, да, потом как бы нашли более чистые проходы по станции. То есть мы доезжали до станции и бежали по коридору. Ну, не бежали, шли, а где-то в котлован спуститься, там, говорит, там много, значит, радиации, побыстрее. И мы бегом там 100 метров пробегали, понимаете, да? Так же и назад. Мы работали по 3 часа, 8 смен по 3 часа. Задача у нас была, ну, скажем, 6 колец поставить. Это примерно кольцо 0,6, 0,4, да, 64, 24. Где-то 2,5 метра проходки. В нормальное время, значит, в Донецке на комбайн даже. 2,5 метра проходки, это практически за сутки делали проходку, а мы за смену. То есть вам надо было как-то кольцо, это какое-то укрепление в этой шахте, да? Когда вы... Ну, это небольшой такой, скажем, знаете, это небольшой штрек, это такой как бы щит для маленькой проходки. Это бывает вот в больших городах для, значит, кабеля, там, водостоки проводят. Он 1,8 метра всего, небольшой, то есть рост человеческий. И там такие тюбинги, они 40 сантиметров полукругом. И из 6 тюбингов состоит это кольцо большое. И он, например, мы обрабатываем молотком, песок отваливается, и под козырьком, под металлическим. А потом домкратами от уже установленных тюбиков он отталкивается и внедряется опять дальше. И это кольцо закрывается, понимаете, да? И такой червяк ползет под этим. Вот все за 3 часа. Очень... Я помню, раз я больше на креплении работал, ну, мы как бы все, ну, специализация была, 2 крепильщика мы, вдвоем мы тюбинги крючками, раз, и часто было и на ногу попадало, приходилось хромать, понимаете, да, не всегда. Ну, вот как-то документальных фильмов очень много, почему? Потому что я работал с 8 до 11, очень много документальных фильмов, где шахтер без шапочки, и я там заправляю блоки эти ногой. И выбегаю с вагонеткой. У меня даже вот я в песнях в первых детям интересно тоже. Я говорю, вот вы увидите меня, сейчас я перед вами стою, пою, увидите меня в документальных фильмах. А вот художественные фильмы снимают про Чернобыльскую аварию. Насколько они правдивы? Пока никто хорошего ничего не снял. Полный, ну как бы, ну я понимаю американцев, у них пропаганда. Поэтому они, вот это, у них шоу, они это любят. Поэтому они нас раздели, сделали голыми. Если вы видели эти кадры, ну, извините меня. Ну, ладно, даже говорить не буду. Но у нас, да, бывало шахты глубокие, где в Донецке, говорят, ребята в плавках. Там, если они не тяжело работают, а просто, чтобы не потеть, ну, где-нибудь на механизмах. Понимаете, да? А так работать без всего, ну, это глупость полная. Даже ты в сессионных условиях ты будешь царапаться. То хоть рубашка есть, ты не так царапаешься, об ту же вагонетку, об ту же крепь. Понимаете, да? Вот к нам приезжала Диана, которую часто Путину со Sky News, мы даже на шахту ездили и все это объясняли.
Потом они нам прислали, нам понравился фильм, ничего там такого. Они прям так и сказали, но я не знаю, как они у себя показывают. Но они так сказали, тульские шахтеры считают фильм HBO пропагандой американской. Да я не знаю. Ну, мне кажется, они у себя по-другому показывают. Да? А что у вас дети спрашивают, когда вы на встречу приходите к детям, к школьникам? Какие вопросы вам задают? Как бы сейчас я наблюдаю, что дети меньше спрашивают, потому что интернет-помойка, она занимает у них, так скажем, большую часть мозга. Поэтому вопросов мало. Но бывают иногда индивидуалы, такие, которые читали, и они что-нибудь говорят. А я вот читал там 6-й реактор, потом еще работал, или там 4-й, что-нибудь, задают вопросы. А так, конечно, дети сейчас совсем мало. Я уже лет 10 ездил с музыкальными уроками, патриотизмом, добра, здорового образа жизни. Раньше дети были намного любознательны. Или вот я ехал в Фергану, там дети очень много задавали вопросов. Узбекистан бывший. А у них интернет не так развит. Почему бывший Узбекистан? Ну, Советский Союз имеется в виду. Сейчас-то независимая страна, а раньше мы все жили вместе. У меня у матери было 2 сестры, одна в Узбекистане жила, другая на Украине. То есть вы имеете в виду, что раньше... Общая семья была. Нет, имеется в виду, раньше дети более в Узбекистане интересовались. Не, ну да, в советские времена. Когда интернет занимает все пространство, то дети как бы даже на гитаре сейчас не играют. Я вот ездил по бардским фестивалям, сочинять никто не хочет. Зачем это нужно? Потому что все же есть. А раньше, если бы не было ни интернета, телевидения, 2 программы, ты так и так возьмешь гитарку и будешь учиться играть на ней. Правильно? Заниматься собой, а не смотреть что-то такое. А сейчас дети вот играют, вот, пальцы у них развиваются и все. А так они вокруг ничего практически не видят. Вот так. Мне жалко их, вот честное слово, жалко. Даже иногда вот падают без сознания. Ночью сидят, я говорю, или я вот говорю, давайте сделаем зарядку. Ну, чем раньше, вот я помню, очень много выходило детей делать зарядку. Сейчас все меньше и меньше. Вот они с телефончиками. Они уже в виртуальном мире они смелые, то есть на кнопочки нажимать смелые, а в живом мире они уже не представляют, как так можно выйти, сделать зарядку прилюдно или что-то такое. Вот в Беларуси до ковида новая школа огромная была. Там зал, наверное, человек на 400. Вот новая школа. И там приводили с 2 школ еще дополнительно. Когда я сказал, говорю, давайте зарядку сделаем. Человек 200 пошло на сцену. И все маленькие. А что хорошо, когда и маленькие, и большие. Большие больше испорчены. Они так косятся. Что такой к нам пришел? Что он тут поет, рассказывает? Мы все знаем сами. А маленькие еще не испорчены. Они схватывают все сразу. Вот там о вреде алкоголя, сигарет. У меня там в клипах обезьяны с сигаретами. Они, да. Я говорю, вот не будьте обезьянами. Сразу соображайте, для чего это. Это плохие дяди придумали и вам навязывают алкоголь, сигареты и так далее. А без них намного лучше. Человек, он создан природой много лет. Миллионов лет создавал человек. У него все есть, то, что нужно. Надо просто следовать законам природы. Вот и все. Зарядка, закаливание, физкультура. А когда вы вернулись оттуда, вот с ликвидации, были какие-то внутренние страхи? А вдруг все-таки что-то не так пошло? Вдруг там дозу схватил? Вдруг там что-то откажет где-то? Было такое? И как долго это вообще? Как себя успокаивали? Чем, так скажем, себя лечили? Скажем, общий психоз был. Да еще помните, это же были времена перестройки. Всем было тяжело, все теряли работу, 5-10. У нас очень много чернобыльцев, ну, так скажем, да и шахтерский труд тяжелый. После смены любили люди, ну, так, стаканчик, раньше самогонка была. Самогоночка. Ну, раньше говорили о том, что там, типа, снижает радиацию. Да, вот я говорю, вот что думали, давай лечиться. И вот кто лечился посильнее, да еще и таблетки пил, что ему прописывали, то сразу практически ушли они. Потому что это несовместимая вещь. Но опять же таки это было на атолле Муруа, какое-то испытание, и там один какой-то, типа один уснул пьяный, или трое там, ну наоборот, я не помню, шхуна какая-то рыбацкая. То есть кто наверху был, они получили больше, то есть умерли или что-то заболели. А тот, кто валялся там внизу, может он под какой-то бочкой свинцовой лежал или что, никто же не разбирался. И вот оттуда пошло. Но дело в том, что людской разум, он любит себя успокаивать. И тот, кто, вы сами знаете, кто в зависимости, он будет придумывать, что вот там дедушка пьет.
и живет долго. Но, извините, у меня жена в Первоградской в Москве работает, и она рассказывает, что как только праздники, 30-40 лет люди, инфаркт, инсульт. Почему? Попил, погурил. Вот и все. Очень вредит здоровью. Люди, я смотрю сейчас, вот молодежь, иногда скажешь, другой раз смотришь, ну, бесполезно объяснять, они не понимают, потому что так делают все вокруг. Понимаете, да? Примеров хороших мало. А на самом деле любая доза алкоголя, никотина убивает просто понемножку. Если ты на пожаре вдохнул сразу большое количество, ты умер. А тут ты понемножку втягиваешь. Все. Вот чернобыльцы у нас кто курил, их нет уже. Все, рак легких. Человек 5, вот я имена точно не скажу, а вот передо мной в глазах они стоят. Недавно совсем я их видел, ребят. Понимаете, да, о чем разговор? А какую вы профилактику-то себе делали, чтобы все равно как-то нивелировать вот этот вот вред здоровью? Ну, во-первых, я всегда как бы занимался творчеством. Поэтому я вот, ну, ребят, кто-то гаражи, алкоголь, туда-сюда. Я почему-то стал вот гитарку опять и стал вот чернобыльские песни. И мой друг хороший Алдохин, Серега, послушал. Ой, Андрюх, слушай, а у меня там знакомый есть на студии. Давай, сходи, запишись. Ну, так началось. Ну, еще слабое пение было такое. Мне там поправили сильно голос. А потом терпение и труд. Вот лет 10 я пою. Все лучше, лучше и лучше. Мне как-то кто-то сказал, говорит, вот Пласид Доминго, там он поет уже ему под 90. Так что, говорит, не переживай, петь можно долго. Я говорю, ну и ладно, вот и все. И пение мне стало помогать даже. Это же как дыхание по бутылке, слышали? Задерживаешь, когда дыхание, или ты поешь, долго тянешь, то организм включает новые возможности. То есть ты его, так сказать, тренируешь пением. Поэтому для меня это как бы пение, это общение с детьми и тренировка организма, поддержание его в рабочей форме. А расскажите о вашей миссии в Нарьян-Маре, с кем вы уже встретились, какие у вас планы? Ну, во-первых, конечно, очень интересно, у нас страна-то огромная, правильно? Там, ну, я тоже поездил куда-то, что-то как-то. Но всегда вот сейчас особенно меня стало тянуть на север. Знаете почему? Потому что в Туле 30 градусов летом, я не мог выйти. Прям вот как будто тебе не солнце, а радиоактивный шар висит. Больно даже. И я всегда любил лыжи. Всегда любил, чтобы снег скрипел. Как в детстве у нас 3 месяца было, вот как сейчас у вас, я приехал, так у нас было там, в Центральной России. Огромные сугробы и лыжи все время. А я уже, наверное, лет 10, я не успеваю достать лыжи. Ну, правильно, я собрался, ну, там, мало ли что у меня там в концерте кто-то. Только лыжи я хватаю, хоп, снег растаял. Понимаете, да? Ну, слава богу, что тут поучаствовал в Лыжной России, я участвую. И даже песни пою там на зимнем этом. Какие-то вот ведущие из Москвы приехали, так удивились. У нас свой Шафутинский, там песня «Лыжная Россия». Такая. Ну, и смотрю, сейчас мне написали, ну, волонтеры знакомые. Я и волонтерским трудом веду, так сказать, помогаю многим. Там, вожу недавно в Курск, возил на своей машине там и с концертом, и к ребятам отвез то, что им нужно было. Вот, и как бы... Вот, задумался-то, ушел от разговора, да? На чем я остановился? Вы хотели рассказать о том, что вы в Нарьян-Маре с детьми встречаетесь, и какие, да, и вот о чем рассказываете. И представляете, я приехал, мороз, солнце, прям как стихотворение, мороз и солнце, день чудесный. Ну вообще супер, я хожу так, наслаждаюсь вот этим скрипом снега. Побежал, правда, прочитал, что с 10 работает ваша трасса лыжерольная. Но это, наверное, в интернете старые занесли или что-нибудь неправильно. Ну, мы сейчас тоже иногда думаем, что в интернете что-нибудь напишут. А неправда. Я добежал там в часов 11, наверное, так 26-27 градусов. Так хорошо. Погрелся в теплушечке. Там написано 4 обычный день. И выходные с 10. Ну, и потому что там назад. Тренировки у детей проходят. Это связано с тем, что тренируются дети. Я думаю, что... Нет, ну просто, наверное, все-таки люди работают. Если, ну да, люди работают, и тренировки идут, проходят. То после работы. Но у нас тоже, кстати, центр Веденина есть. Вот там и снег сейчас искусственный делают специально. Понимаете, да? Я участвую в Лыжной России, стараюсь участвовать все время. Расскажите, с детьми вы встречались в библиотеке, была у вас встреча? Да, в библиотеке.
Очень отдушно. Вот встречи для детей для меня просто. Когда я вижу у детей вот такой вспыхивают какие-то частицы разума, добра, то тут я удивился, говорю, берите диски, если понравился. Они там практически в очередь стали, разобрали там. А вы пели с диски ними, 15. рассказывали им? Да, я обычно пою, чтобы это было как бы не бубнить, не навязывать. Я говорю, я не буду вот вам что-то рассказывать, будет для вас концерт. И обычно даже учителя этому рады. Иногда я как-то в одну школу приехал, один урок в классе провел. Они говорят, а второй не проведете. Я говорю, можно. Ну, перейдемте давайте. Потом, а третий не перейдете. Можно, если еще в следующий. И я получаю огромный заряд от детей. Все-таки, я говорю, по закону притяжения надо любить ближнего своего. Я когда песни пою, дети удивляются, он еще и поет с орденом трудового, в документальных фильмах. Для них это вот как бы, я считаю, нормально, потому что я сам помню, когда приходили ветераны, для нас это было удивительно. Но я помню, что я не любил, когда что-нибудь бубнил, вот, ну как бы ты не слышишь. А когда песня, да еще современная аранжировка, я же стараюсь современную, там все супер, чуть ли не как Пирожков сделано у меня. Поэтому они все это удивляются и слушают прекрасно. И я в этот момент им и вопросы задаю на внимание. Там, кто был первым ликвидатором аварии, например, понимаете, да? В каком органе человеческом обитает душа? Почему надо любить ближнего своего, а не кого-то далекого? Вот, они задумываются, и для них это, я считаю, что такой небольшой как бы толчок к развитию, к тому, чтобы понимать. Я им объясняю, что школа это не для того, чтобы ты там что-то знал или профессию, для того, чтобы у тебя ум развивался. Чем больше ты будешь делать заданий, тем больше ты будешь умнее. Чем меньше ты будешь учиться и отлынивать, тем больше ты будешь глупее. А умный человек, он великодушный, правильно? Он понимает всех, ни на кого не обижается, он счастливый. А глупый человек малодушный, он никого не понимает, на всех обижается, несчастный. Вот и все. У нас программа подошла к концу. Спасибо большое, спасибо за вашу миссию. Спасибо за то, что пришли к нам, рассказали о своем подвиге и о вашей миссии, с которой вы вообще в Нарьян-Мар приехали, к детям приходите. Спасибо вам большое. Если будете в Нарьян-Маре, приходите к нам еще. И вам огромное спасибо всему Ненецкому округу, Нарьян-Мару. Очень было приятно тут побывать. Вдруг пригласите, приеду с удовольствием. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Напомню, гостем студии стал ликвидатор катастрофы на Чернобыльской атомной станции Андрей Насонов. До свидания, до встречи в эфире.